Линка, Евелинка, Венера, привет. Я что, попала на стрим? Да. Здравствуйте вам, здравствуйте. Спасибо, что зашли. Удивительно. Да, попали вы на стрим. Обалдеть. Просто обалдеть. Мишань, здорово, мам, привет, хорошего стрима. Что-то мне эта ссылочка с зрителями не работает. Не работает. Чату привет большой. А что это такое, я не понял. Не работает. Ну ладно, что ж. Почему-то. Так, подписчик. Нет, стой. А, он вот так вот. Шкала. Да просто никак не могла вас поймать. Вы меня ловили? Ничего себе, так подозрительно. Оп, не получается. Ну ладно, короче, что-то эта ссылочка тормозит. Ну, хер с ним. Так, я кушаю и поеду. Давай, Серег, приятного аппетита тебе, да. Линка, привет. Уля, Юля, здравствуйте, здравствуйте. Что-то как новые люди. Обалдеть вообще, я в шоке. Офигеть. Сергей, привет. А почему у меня Папа Ган, привет. Ребята, вы откуда? Я не понимаю, вас не знаю просто. Обалдеть. Не, ну все, я рад, конечно, всем. Круто. Да, Сереж, приятного тебе аппетита, там, я не знаю. Мишка, у меня тоже теперь кресло есть. Какое? Мы на вас под... А, вы на меня подписаны? Все от меня шутка, но мои друзья. Я из Москвы. А я с Саратовской области. Бабай, привет. Привет, Бабай. Ты что, пугать нас будешь, да, Бабай? Вот это ничего себе. Прикольно. Че, не пошел. Тем, там это. Знаешь что? Там даже номер телефона не высвечивается мой. И там типа, ставьте сим-карту. Стримерское у тебя кресло. Вот ты везучий. Смотри, прикинь, Артем, зритель вот этот не работает, 0 показывает. Обидно, обидно. А мы из Беларуси, ясненько. И followers 800. Да. Как вот? Ну почему вот не показывают зрители? Ёкарный бабая. Так, а если мы изменим он... Так, свойства. Окей. Почему не показывают? С офиса взял сегодня. А, вон как. А почему гитарный стрим? Название такое. А потому что вот она. Гитара. Ты хочешь сказать, я что, завлекал просто так людей, что ли? И поэтому все так произошло. Вас приветствует радио. Как-то вроде говорят между собой. На симку попробуй, изоленту только. Да нахер оно мне нужно? Ах, какая гитара, Фендер. Нет, Эштон. Папа Ган. Эштон. Мне вот интересно, почему у меня зрители не показывают, сколько онлайн? Почему у меня показывают, сука, 0? Ну что это такое? Ну почему так? Компьютер слабенький, поэтому можно было сейчас вторую вкладку открыть, но я сейчас зависну, ребят. И знаешь, Тём, да, действительно шнур. Шнур. Это шнур просто. Ну ничего, дай бог, та бригада зайдет,
подкинут мне чуть-чуть, и я куплю себе модем нахер. Все уже надоело мне. А где наши? Где? Надо написать им. Ты написал, Серег, там? Ребят, если у меня будет стрим слетать, ничего страшного. У меня компьютер беспонтовый, у меня вообще все беспонтовый. Ура! О, Верочка, напиши, пожалуйста, это самое. Чай пью, подписалась. Вер, напиши, пожалуйста, там, в ВК. О, зрители, 5. В смысле? Как так? Какую музыку играешь? Та, которая по душе, папа Ган. Ган, давай, короче, давай познакомимся. Я не люблю людей называть по именам, понимаешь? В смысле, по никнейму. Меня зовут Михаил. Меня зовут Михаил, мне 37 лет, Саратовская область, Дергачевский район, Российская Федерация, планета Земля, Солнечная система, галактика Млечный Путь, третий планет от Солнца. Нормально? Нормально. Какому? Да там, руки вверх, кредо, туда-сюда. Меня Юля зовут. Ну, я догадывался, конечно, что тебя Юля зовут. Да, догадывался. Вот Папа Ган, ну я правда, ребят, я вас всех уважаю, каждого, который ко мне зашел. И поэтому, наконец-то зрители начали проявляться, я не знаю, офигеть вообще, что происходит? Я Венера, живу в Испании, 37 лет. А Папа Ган, как его имя? Но если вы подписались сейчас на меня, значит, мне должна прийти, во-первых, здесь оповещение должно прийти в прямом эфире, мне на телефон. Может, вы без колокольчика просто подписались, не знаю. Тёма, тебе шеф звонил завтра к 7, он вообще сказал к 6. Я говорю, да ты... Он говорит, ладно, к 7, короче. Ну, увы. Да не зависит, Сереж, от того, как будет твою девушку звать. Хоть Фёкла, если будет по душе тебе, там, я не знаю. Ну что споем, давайте заказывайте песенки. Что, раз уж вы пришли ко мне. Что, не только простенькое что-нибудь. Я такое тяжелое не играю. Хотя нет, наверное, давайте подождем, ребят, сейчас подойдут, еще должны подойти. Мишка, Лейла закрыла канал. Вообще закрыла или на пароль? А что за информация? Если что, я сегодня там писал в ВКонтакте. Да, да, вообще закрыла. Эх, сука. Поэтому я повторяюсь, добра никто в зал не помнит. Никто, ни хера. Поэтому все, никаких звезд мне не надо. Лейла закрыл. Сергей Нунус, Миша. Венус. Молодцы. Столько сил вложено. Надо Лейлу найти, с ней поговорить. Да. А когда она закрыла? Потому что я вот сейчас буквально 20 минут назад заходил, просто пароль был и все. Зрителей 6. Ребят, ну пишите что-нибудь. Ну что это такое? 3 человека общаются. Вы что, стесняетесь, что ли? Я не понял. 7 даже человек. Саша, играй что-нибудь. Ну послушай. Спасибо, что за Сашу. Вот, но меня зовут Михаил, да. Папа Ган, я вас впервые вижу, кто вы? Я слушаю пока. Олег Чупахин, привет всем. Олежек, здравствуй. Ох, нифига, 11 человек. Вау, вот это скакануло. Здравствуйте. Папа Ган, это свой человек. Неважно, в принципе. Теперь тогда и будет пароль, а канал все равно закрыт. Если он закрыт, то там написано администрация и либо канала, либо что-то супер, или короче, канал закрыт.
Вот. А так нет. Понимаешь? Да все пипец. Просто интересно мне, он закрыт. Если он, Серег, он закрыт, если он стерт, там вот заходишь, когда нажимаешь на аватарку канала, там ничего вообще нет. Понимаешь? Значит, он просто запароленный. Вот и все. Да, забыл, извини, что пришла от Михаила. Ничего. Ну Саша сказал, Саша звезда слетела. Вот. Не слетела, она сама ее скинула. Ну. Значит, Серег, ты немного не знаешь. Ну, понятно. Так, кто там пришел? Олежек. Какой раз? Какой раз закрыл? Какая примочка стоит? Да примочка стоит этот. Бортон Аудио, комбик небольшой, понимаешь? Макс, здравствуй. Здравствуй, Макс. Вот. Так, теперь пойду в WhatsApp нашу позову. Иди, зови, всех зови, всех зови. Зови всех. Она постоянно психует. 12 человек. Как делишки? Пока нормально. Анастасия Король, всем привет. Мишка, привет. Настя, привет. Привет, Настюш, привет. Так, кто там спрашивал? Папаган. Папаган, я так и не узнал, как твое имя. Ну что, голос рвать будем? Ну, естественно. Помните, да, этот прикол? А вы что, первый раз пили? Естественно, весь побитый в бинтах этих. Так, что там такое? Да никто не ссорится, не ругается. Катринка Р. Всем привет, Михаил, привет. Привет, Катринка. Здравствуйте, ребята. Да, здравствуйте. Ну. Так, ну что мы будем петь? Что-то я прям затерялся, потерялся. Столько народа, 12 человек. Вот что-то лайки только не самое. Половинкин без тебя в курсе. Так начинается, что ли, я не понял. Тихо. Ох ты, нифига себе. Я за всеми слежу. Макс, тише будь. На вашем канале началась трансляция. Серьезно? На моем канале Серега Половинкин, успокойся. Перья побереги, лайки друг другу. Андрюха, здорово. Мы очень хорошие. Не, ну серьезно, ребят, что это за херня? Макс, постой, паровоз давай. Так, Половинка, не без тебя в курсе. Половинки сам тише будь, никто не ругается, указывать не надо. Карте. Евелинка, привет. Сюрприз, сюрприз. Гара ММА. Сереж, вот этого Гара ММА блокируй сразу. Вот. Сереж, слышишь меня? Гара ММА блокируй сразу. Вот. Делаем. Все, молодец. Ну вот. Старк, здорово тебе. Вот. Ну, Адер Гейм, здорово. Ирина Андрей, так, так, так. Эй, за что Гара блокирует? Старк знает. Вот. Старк знает, я ему скинул сообщение ВКонтакте. Вот и все. Так, ну что, будем петь или что будем лаяться? Старк, я предупредил? Что он сделал? Да неважно, что он сделал. Что он написал, самое главное. Блокируй меня тоже тогда. Так, Сереж, блокируй Макса. Макса блокируй, Сереж. Все, хватит, мне это нахер не надо. Блокируй Макса. Молодец. Так, кто еще дальше? Дальше кто? Подожди, Вер, подожди. Тебе Чиш и компания нравится? Ваня тебя вроде бы зовут. Я знаю, да так, в легкую. Ну, я их песен не знаю. Вот. 16 человек. Так, Бабай, зачем блочные людей? За дело, Бабай. Дружище, за дело. Все нормально. За дело блочим. Вот. Подожди, подожди. Не, нормально. Ну, видишь, вот так вот получилось. Так. Володя, Володь.
Че вы? Что за блядство? Забаньте Макса, не нравится он мне. Тихо, тихо, вот. Германка. Вера, успокойся. Тихо, сейчас все разберемся. Я вам лайк. Спасибо, спасибо, Катринка. Спасибо за лайк. Вот. Макс Сидоров. Забаньте Макса, не нравится он мне. Бабай, что за блядство? Это не блядство. Ребята знают. Ребята знают. Я Старка предупреждал. Вот. Я Старка предупредил. Катюш, не обращай внимания на эту. Голубка, я тебя трогала. Так, ребят, я вас предупредил вчера. Я петь буду, нет? Или что? В смысле? Я не понял. А, нет, нормально все. Короче, и либо мы лаемся, лаяться мы не будем, потому что сейчас все пойдут в блог. Либо мы слушаем спокойно и поем песню. Хорошо? А вам не подраться, а нам не посмотреть. Старк, мы с тобой договорились? Договорились. Мы поем? Поем. Давайте, что поем? Да. Что поем, ребят? Давай спой. Конечно, конечно, Володь. Будем петь, естественно. Мне надоело это блядство. Тут два раза, 2 стрима. Вот. Все, хватит. Голубка тоже тише сидит. Ребят, давайте. Чупахин за это. Все, не начинайте. Вера, Вера, я тебе... Ты слышала, что тебе? Все. Там, где клёнш, блин, я забыл. Я вообще забыл ее списать. Там, где клен шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Опустел тот клен, в поле бродит мгла, а любовь, как сон, стороной прошла. А любовь, как сон, а любовь, как сон, а любовь, как сон, стороной прошла. Сердцу очень жаль, что случилось так. Гонит осень вдаль, журавлей косяк, 4 ветрам грусть, печаль раздам. Не вернется вновь это лето к нам, не вернется вновь, не вернется вновь, не вернется вновь это лето к нам. Ни к чему теперь за тобой ходить, ни к чему теперь мне цветы дарить. Ты любви моей не смогла сберечь, поросло травой место наших встреч, поросло травой, поросло травой, поросло травой место наших встреч. Там, где клен шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Опустил тот клен, в поле бродит мгла, а любовь, как сон,
стороной прошла. А любовь как сон, а любовь как сон, а любовь как сон стороной прошла. Да, как-то вот так вот, короче. Не в той тональности я ее, правда, пел. Вот. Но все-таки да. Пан, хорошо. Так. Чуть я подмерз. Хорошо. Спасибо, Володь, спасибо. Во. Отписались. Ну что, Старк? Где твои обещания? Что блочите-то меня? В смысле? Катринка, ты ж тут. Ты ж сейчас здесь, правильно? Сидишь. Все нормально. Я люблю бардов. Серега, не пиши мне, тогда холодно. Андрюха, Андрей, здорово тебе, да, дружище. Тут просто сначала хотел опять начаться сырбор, но этого не получится. Вот, больше никогда. Сереж, ты любишь, если ты шутишь. Oh, yeah. Вадим Десантуров только что подписался. Вадим Десантуров, ничего себе, это кто это? Спасибо за подписку, ребят. Спасибо. Нормально, класс. Серый, если ты шутишь, ты смайлик ставь, потому что мне уже страшно, если вы начинаете тут сраться, и уже начинать трясти, не знаю. Михаил был супер, как всегда. Да, я шутил, все нормально, зачем ругаться-то мне? Я не знаю, Серый, ну ты тогда смайлики хоть ставь, потому что я тоже человек вспыльчивый, ну. Старка нет, я так понял, да? Ну, понятно все. Все понятно, короче. Вадика я позвал, а он классный. Спасибо, Вер. Просто сейчас опять начнется. Что начнется? Ничего не начнется. Очень нормально посидеть. Да что ж такое, мне холодно. Да что, любовь не греть, потому что ее нет. Ну что, ребята, как у кого погода? У нас, короче, постепенно теплеет. Вот. У нас жара. Сейчас я досижу вверх 7 минут, короче, пойду дымить и одену. Ночью холодно. Но у нас тоже так, в принципе, ночью холодно было. Ну, сейчас, ну как жара? У нас не жара, у нас прохладно, ну, не так, как было 2 дня. Ужас, что было, просто ужас. Ветер там, что только не было. Понятно, короче. Все, с бригадой 321. Как там она? Все ясно. Вер, ну да, ты была права, в принципе. Все, эта тема закрыта. Вот. Приветики всем. Мих, я с телефона сидел ужинал. Ужас какой. Вот почему-то я ссылку обновил. Ну, главное, зрительно видно двухзначное число. Вот, надо было сделать бы еще. Я попозже, я потом попробую, короче, после стрима я попробую, чтобы было соотношение лайков, дизлайков. А вообще-то они не нужны, не надо. И у нас, зараза, ночью 7 градусов. Вот. О, Юра, здравствуй, Юрий Лайф ТВ. Здравствуй, Юра, здравствуй, здравствуй, дорогой, здравствуй. Вот. Слушай, ну меня реально прям трясет. Ну что это такое? Я не понял. Давайте, короче, на 5 минут раньше пойду дымну, да, и кофту одену. Ну что это? Я буду... Вот. Тёма, оказался, ты прав, это действительно шнур. Вот. Ну ладно, дай бог, накоплю и куплю себе
модем. Так что пока компьютер отменяется. Жаль, меня один человек понять не может уже какой месяц. Так, тихо. Я тебе говорил. Ну да, в принципе. Так, обзор. Ай-яй-яй. Так, чё, давай, ты чё включить? Чё включить? Шикарный мужской дуэт. Вот так вот, да. К осени идем. Да, как умеешь, какой шнур? USB-шный. USB-шный. Он зарядка используется и как USB-шный. Короче, ладно. Так, поехали, короче. Сейчас я вернусь. Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем, наше море вины поглощает. Время дыра — Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. С нами память сидит у стола, а в руке ее пламя свечи. Ты такой хороший была, посмотри на меня, не молчи. Крики чайки на белой стене окольцованы черной луной. Нарисуй что-нибудь на окне и шепни на прощанье рекой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Две мечты до печали стакан мы, воскреснув, допили до дна. Я не знаю, зачем тебе дан. Правит мною дорога луна. Ты не плачь, если можешь, прости. Жизнь не сахар, а смерть нам не чай. Мне свою дорогу нести. До свидания, друг, и прощай. Это все, Что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. это все, Что останется после меня. Это все.
Да, Андрюха, я когда он сыграл мне, это взял рации и принес. Да вроде, насколько мне память не изменяет, я офигел вообще, я в шоке. Папаган. Володь, еще от чего в шоке, Володь? Я был вот на гитаре, короче, играл, я был, да, действительно, прям, блин, так вот, наверное, и вот. Не будет же у меня трехзначного числа, правильно? Там 120, там 5 этих зрителей. От дуэта. Ну, в смысле в шоке? В хорошем или в плохом, Володь? Мне вот интересно, мнение ваше постоянно, всегда интересно было. Да. От дуэта. А, ну ты уж написал. О, Миша наш красавчик. Я пою в одном приложении, оно называется «Караоке by Small». Вот сегодня я скидывал видюшку, а там в описании к видео, там есть ссылка прям на Android эту программу, и мой ник там, Сварной 1982. Алибаба! Привет, милые дамы! Здравствуйте, здравствуйте! Спасибо, что забежали ко мне. Вот теперь тепло будет. Да. Да ночью что-то серьезное, не знаю. Холодорыжник такой. Так что вот так вот. Тёма, ну что тебе? Он звонил, он говорил? Он говорит, к 6. Я говорю, да ты смеешься, что к 6? Алис своего я позвала. Алис своего я позвала. Зовите всех, что, делитесь там трансляцией. Кто-то обещал там поделиться, я не знаю, но его нету здесь. Да, она и тут модель. Ну что, Растафарай? Блин, кто любит Растафарай, тех ребят нету. Что-то они поубегали. Я поделилась везде. Вау, ничего себе. Что это? Никитос. Вот Никитос. Ну, видит же, что у меня стрим. Ну, неужели нельзя зайти, а? Я люблю. Чё любишь? Что ты? Растафарай. Ага. Ой, ну давайте, что споем Растафарая, господи, чё ж. О, лежит! Растафарай, солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много победит в мире зла. Растафарай, Растафарай, солнце нам дай, подними детей своих, Растафарай. Музыка добра много победит в мире зла. Растафарай. И снова бьет мне в глаза, манит меня в ночь луна темнота. Ой, да темнота, не отпусти ты меня, коли мне Бог, будто сталь песен даль, горизонт так печаль. А мы что все на каны тузами били, не смогли, смеялись джокеры твои горстями, звезды сыпали. Остановись, погоди, да ты не стой, садись, в ногах не томись. Растафарай, солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много победит в мире зла. Растафарай, Растафарай, солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много победит в мире зла. Растафарай. Огонь нажег, сизый смог, выдохнет муза, пара строк, капюшон на листы, пробьются раз тексты, кто был добрей, чем Марлей, только Джа, дым да гаджа. Злой
Вой, лесострой, сколько нот забрело на стой, кто-то там таран, покой кому на тело раны. Ой, да ну ты стань за моею спиной, любовь да покой. Мой Вавилон ведет землям Сион, Растафарай, охраняемый львом. Вместо добра, вместо боли и зла, Растафарай, Растафарай, солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Добра много, победит в мире зла, Растафарай, Растафарай, солнце нам дай, обними детей своих, Растафарай. Музыка добра много, победит в мире зла, Растафарай. Да, офигенная песня, прям, ну офигенная песня, ну серьезно. Ага, Али, спасибо за фолловер, Алибаба, спасибо. Да. Ребят, вот вы так, я так понял, в теме, да, вот этот Растафарай. Есть, короче, песня «Кольщик». Не Михаил Круг, а другая, когда там два пацана, короче, обдолбанные едут и поют. Кто ее поет? Как ее найти? Я хочу ее в смыл загрузить. Знает кто-нибудь? Кольщик. Только не тот, который всем известный, а шансон, а другой Кольщик. Катюш, привет тебе, Катенька, привет, 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 радость моя, привет. Катюша. Не знаю, бро, надо погуглить. Ну да, там офигенный там клип такой, они там, короче, все убитые, короче. Так они поют вдвоем. Блин, просто Кольщик, вот. Ну, офигенная песня. Вот я хочу ее к себе в смыл, где я пою. Туда ее надо грузануть, потому что я там искал, ее там нету, нету. Миша, не чпокай. Ну чё, у меня же, я же один, как на лысине, сука, волосок. Приходится хоть виртуально, ну, чпокать. Ты профессиональный? Какой, Володя, профессиональный гитарист? О чем ты говоришь? Я днем работаю, вечером от душ отвожу. Ну. Михаил, у тебя в Кемерово нет брата или родных? Ой, не знаю. А чё, почему? К чему такой вопрос? Может быть, я не знаю. Артем, ты завтра во сколько? Тебе шеф звонил, ты не слышишь меня? Тёма? Миша, не матерись, то боженька язык от... Сука, это литературное слово, ребят. Кто не знает. Михаил, у тебя в Кемерово в курсе есть двойник? Нет. Хотя, ну да, я слышал, что, не знаю, я рядом сидел. Я рядом сидел. Чё, кто? Чё, не понял. Мама дорогая, Кристиночка, Сашенька, боже мой, ужас, офигеть. Привет тебе, радость моя, привет, привет. Из шансона что-то. Так. Приходите в мой дом, это же шансон, правильно? Володь, приходите в мой дом. Мои двери открыты. Тара-тара-та-та. Тара-тара-та-та. Когда в шеф тебе звонил? Вот прям перед стримом. Это моя любимая песня. О, как. Миша, у меня тут навалилось много, не на стрим вообще. Да, это Миша Круг. Все, я сейчас спою ее. Вот. Сейчас споем.
Голубка, доброго вечера и вам. Голуби. Голуби. Кристина старая. Сейчас споем, ребят, сейчас споем. Обязательно. Ну, я рядом сидел, когда он тебе звонил. А, вы там действительно все рядом сидите. Фу ты, ёкарный бабай, а. Позже в личку напишу, все, я опять лежу еле. Ну, ёкарный баба. Кристина это замечательный человек. Просто замечательный. Михаил, зайди на канал Рыбак-Сибиряк. Он копия, ты отвечаю. Серьезно. Никитос, приветос, Никитка, здравствуй, дорогой, здравствуй. Та-ра-та-та-та-та-та-та. Ира, какой у сына, ё-моё. Не раскрывай секрет. Не, я сказал, что просто ты очень хороший человек, понимаешь? А там пусть что хотят, то и думают. Я же знаю. Ну. Я же это знаю, правильно. Может быть, может вы были близнецами? Нет, нет, это исключено. Бабай, Миша, голубка твоя жена. В смысле, ребят, вы что? Ну-ка, прекращайте. Так, сейчас мы, наверное, сделаем ход конем. А что, Зерновку ждем? Да это так я просто написал. Но у него сегодня опять, Саша, вышло видео, оно вышло у него сегодня. Что он опять к кому-то зашел там и кому-то помог. Мне так обидно, я уже стримлю. И нифига, и он не заходит. Но ребята молодцы, поддерживают меня. Говорят, зайдет когда-нибудь к тебе. А кто отец? Сейчас мы сделаем небольшой ход конем. А вы знаете песню «Милые зеленые глаза»? Конечно знаю, конечно, конечно. Сейчас я спою вам, сейчас я спою ее вам. Подождите только. Поем «Милые зеленые глаза». Да, потом поем тара-тара-та-та. Я позже напишу все о тебе, все тебе о себе, боль жду, когда пройдет время. Я понял, Сашуль, я понял. Хорошо. Поем круга. Круга. Сначала круга, да? А потом мы поем «Милые зеленые глаза». Правильно? Наверное, так. Да. Я закрою глаза, я забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Буду песни вам петь про судьбу и разлуку, про веселую жизнь и нелепую смерть, и
как прежде в глаза мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще мне захочется спеть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще мне захочется спеть. И тогда я спою до слезы, до рассвета. Будет время дрожать на звенящей струне, а я буду вам петь и надеяться где-то, что не скажете худо никогда обо мне. А я буду вам петь и надеяться где-то, что не скажете худо никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу все, что можно, и все, что нельзя, но другим никогда. Видит Бог, я не буду, если что-то не так. Вы простите меня, но другим никогда. Видит Бог, я не буду, если что-то не так. Вы простите меня, я закрою глаза, я забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Неправильно. О! Да, прибегали, короче, донаты работают, Володь. Да, озвучка есть, все есть. Да. Михаил, откуда вы сами? Саратовская область, Алибаба. Саратовская область, ребятки. Саратовская область. Так, что мне там написал? Ясно. Так, заблокировать. Вера, ты совершенно права. Область большая, город какой? Дергачевский район, Дергачи. Миша, спасибо. Кого? Старка. Ну, теперь ребята будут его ж не заходить, я буду всех блочить. Че? Только Андрей, казах, вот тот нормальный пацан. Вот. Все ясно, Вера. Бог уберег. Прикинь, я с тебя модерку снял, но не наверху не нажал сохранить. Вот так вот. Больно лежу, жду, когда ты сюда пришла. Да, давно тебя, Саша, не было. Давно не было. Но, Верунчик, смотри, если ты будешь, не заходи, хорошо? Ну. Казах свой парень. Ну и все, Андрей нормальный. Кого забанил? Неважно. Вот. Еще чем занимаетесь в жизни? Серега куда-то ушел, Саша, сейчас он придет. Работаю сварщиком. Вот. Сварщиком работаю. Да. Блин, ну, Тёма начал стрим. Ну, вот как вот? Потом обижается, что я к нему не захожу. У меня стримы, он начинает стрим. Ну. Так что, Володя, донаты работают, да. Ну, это так, на минуту. Вдруг. Вдруг.
Миша, я выходные работаю, Юру вместо меня поставь. В смысле Юру вместо тебя? Какого Юру? Если Юра Лайв ТВ, он и так с модераторской звездой. Ну, качество звука и видео классное. Серьезно? Ну да. Мама, как Миша? А, она там что-то НТВ, что ли, смотрит, я не знаю. Ну вот. Так у него звезда, Вер. У него звезда, что? Вот. У него звезда. Да, нет, не смысл. Нет, не про того. Вот так. Любимую я пою, с ней пою, без нее пою, короче. Вот так. Блин, реально, 17 человек сидит, и почти все молчат. Ребят, ну выходите на кнопочку. Привычка зеловская, сука. Вот, выходите, пишите что-нибудь. Давайте поговорим, давайте споем. Время ж тикает, мне до 11 только. Чего только? Понятно. Время 8 часов. Я смогу стримить еще 3 часа. Прикольно. Что пел сегодня? Почти ничего. А, да это, Катюш, это уже понятно. Это понятно. Есть такое. Полли, радость моя, приветули тебе, приветули. Полли, привет. Что пел сегодня? Да почти ничего не пел. Тут сначала буча была, короче. Хейтеров. Хейтеры меня атакуют. Вот. Да, ну и хер с ним. Я знаю, что они сейчас тут сидят. Знаю, знаю. И минусов. Саш, посмотри, сколько у меня сейчас минусов. Офигеешь. Посмотри. Сколько у меня минусов. Вот так вот. Это зависть просто, зависть. Нифига себе подписывается. Обалдеть. Серьезно, еще подписывается. $19 лайков. А сможешь Барыкина спеть? Какой-то удаленный пишет в чат, я вижу. В смысле удаленный пишет в чат? В смысле, как это? Я не понял. Барыкин, я не знаю, Володь, даже кто это такой вообще. К сожалению. Будет компьютер новый. Когда только. Этот, мне даже он на эту не накопить никак. На модем никак не накопить. Он стоит сколько? Он стоит 2600. Никак мне на него не накопить. Ну, все равно его возьму. Вот, ну, неважно. Я буду долго гнать велось. Знаю, но слов не знаю. Та-та-ра-та-на-на-на-на-на. Давайте понанакаем. Давайте понанакаем. Так, подожди. Надо как-то вот так вот, наверное. Так, тихо. Я буду долго гнать велосипед в густых лугах и оставлю нору цветов. Ты чё, как вот ее? И подарю букет той девушке, которую люблю. Нору цветов и подарю букет той девушке, которую люблю. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Запоминайте слова. На-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Ну ладно, короче, на-на-на, это не то. Саш, я понял, Миша, ты не верил. Ну да, в принципе.
Охота уже больше, потому что, вот видишь, люди заходят, Сашенька заходит, вот спой ты эту песню, я буду долго гнать велосипед. Я ее знаю, но спеть-то ее не могу, потому что если я сейчас открою вкладку с минусами и где слова, у меня все зависнет, понимаешь? Вот. Так обидно. Я все равно когда-нибудь накоплю на новенький компьютер. Там будет вообще все замечательно. Да. Учи слова, спой мою любимую. А я забыл, Сашу, скажи, пожалуйста, напомни точнее. Коди, здравствуй, Танюшка Сичихина, привет, Тули, Таня, привет тебе, привет, привет. Карие глаза, не, подожди, Танюш, подожди, тут зашла девушка, которая с давних пор со мной, да, надо ее с песню спеть. Какую? Я забыл, Саш, напомни, пожалуйста, сейчас споем, вообще не вопрос. Я жду. Я жду. Детственно, она верена тоже, голубки любимые. Сейчас. Так, значит, смотрите, сейчас будете напоминать мне. Сначала мы поем. Детство. Потом мы поем карие глаза, потом поем зеленые глаза. Хорошо? Я сейчас одну песню пою, иду курить. Прихожу, вы потом напоминаете. По-моему, я пропустил донат. Какой донат? Доната не было никакого. Какой донат? В смысле донат? Нет, никакого доната не было. Никто не донатил. Ну, по крайней мере, пока. Так, значит, мы поем. Да, Голубкину и Сашину, оказывается, песню. Да. И она, вот она. Только напомните мне, ребят, потом. Потому что я перевариваю, вот я смотрю в чат, я читаю, с вами общаюсь. У меня мозги забиты, я потом могу забыть даже, какую песню следующую петь. Так, подожди, это не тот листок. Где листок второй? Олег. Да ладно, 19 человек, серьезно, ребят. Офигеть, а как это там? Нифига себе. Вот это да. У меня такого никогда не было. Геймер, здорово, как ты? Да, нормально, потихоньку, смотри, сколько народу. У меня такого, блин, давно не было. Да, но зато не появляются лайки, дизлайки. Ну, это хрен с ним. А какой донат, Коди, ты пропустил, что-то я не понял. Мне никто не донатил. Я скину одну шикарную гитару в лечь. Не надо, ну чё мне душу травить, Саш? Не надо. Коди, что-то я никакой донат не знаю, у меня никакого доната не было. Брос, пой, вылюби мозги. Да брось ты чё? Так, чё я как дал... Так, подожди, а где она вообще это? По-моему, было меньше... Все, я понял, вот ты про что. Я думал, сейчас кто-то прислал. Нет. К сожалению, конечно, нет. Ну ладно. Что за приколы? Я не понял, а? Где листочек? Сверенный, песенка. Я не прошу оригинал. Какую песню? Выучишь и споешь. Саш, еще раз напиши, какую песню выучить и спеть. Блядь, да что за херня, осуждаю. Что это такое вообще? Как это может быть? Куда она делась? Куда листок делся? Я как не буду вначале веры песню, потом, блин, мое. Ничего страшного. Все споем песенки. Все споем песни, ребятки. В очередь вас много, я один. Нет, что-то я вообще не могу понять этого юмора. Где этот листочек с этими песенками? Так, вы общайтесь, потому что сейчас я вообще собьюсь. Да, я тогда вообще собьюсь. Если я сейчас буду ваш чат читать. Так, тут нет, это однозначно тут нет. Не, ну в натуре, ну что это за херня вообще?
Я чё ее про... Как дела у чатика? А это не могу. Да я сейчас исполним все, ребята. Ну, не надо. Не ругайте, пожалуйста. Что за прикол? Так, ладно. Не, я все равно, если я обещал, я ее буду спою, и поэтому я ее сейчас буду искать. Ну что, я даже не буду ничего отключать, даже курить не пойду. Сейчас, подождите. Как так может быть? Ёкарный баба. Что-то бред какой-то, сила кобылы. Ой, блин, что за прикол? Мама, ты не брала листок, а? Мам, ты листок не брала? Какой-то листок. А ты сделай так, что... Нет, нет, нет. Как твои дети там? Германия, как твои дети там? Так, ты сделал, что открылся первый пой. Ты мне так завидуешь, что я в Германии живу, а ты нет? Ага. Понеслась душа в рай, что ли? Или что, я не понял. Катринка, что это за предложение сейчас было сказано? Вот она, сука. Поехали. Катринка, привет, сестра. Я спросил, что ответить слабо. Ну да, в принципе. Что ответить слабо? Как твои дети в Германии? Человек задал вопрос. Вы начали. Андрейка, привет. Давайте, ребят, не будем ругаться. Больше я щадить никого не буду. Хватит. Мне позавчерашнего стрима хватило надолго. Я в 3 часа уснул. Все. Потихонечку, полигонечку. Так, Андрейка, привет. В смысле Андрейка? Папа Ган, это у нас что, не Володя, а Андрейка, что ли? Я не Германия, а Катя, если что. Значит, ну я говорю, значит, что-то у меня с головой. Успокоились? Поехали? Сейчас я вот так сделаю, а то вдруг сейчас 30 минут пройдет и... Детство босоногое мое помнит, как пекло от раскаленных крыш в полдень, и весенний ветер надувал парус, пахнущий морями простыни. У меня под майкой голубок белый, я с утра сменял его на свой велик. Ох, и будет дома нагоняй, только нет меня счастливей в эти дни. Там, высоко, над землей кружится стая, если смотреть наверх, кружится голова. И мне так легко, словно это я летаю, и рядом только небо синего. Первая несмелая любовь, Оля, до рассвета вечер выпускной в школе, голуби которых я поднял в небо, губы чуть соленые от слез. И казалось, будто в вышине синей птицы написали мне ее имя. И вот эту память о любви первый я с собой как ладу пронес. Там, высоко, над землей кружится стая, если смотреть наверх, кружится голова. И мне так легко, словно это я летаю, и рядом только небо синего. Вот уже роняет желтый лист, осень укрывает бережно зимы, просить привычки бережешь свято, мелочи прикол.
суровый взгляд. И когда тоскою защемит сердце, я спешу навстречу со своим детством, поднимая в небо голубей белых, словно много лет тому назад. Там, высоко над землей кружится стая, если смотреть наверх, кружится голова. И мне так легко, словно это я скучаю, и рядом только небо синего, и рядом только небо синего, и рядом только небо синего. Все, цыц. Так. Я сейчас иду дымить. Прихожу, Таня, твою песню пою, карие глаза. Все. Там про детей спросил человек, не это самое. Не хочет отвечать. Не обращай внимания. Один уже показал, я его заблокировал. Все. Понимаешь, Вер? Мы с тобой договорились. Здравствуйте всем хорошим людям. Наташенька, привет. Включи мельницу. Сейчас, Танюш, включим мельницу. Конечно же. Включим мельницу. Естественно. А вы, говорит, первый раз пели. Естественно. Так, да, я пошел дымить. Не ругаться, ребята. Хватит. Все. Ты мне сказала, что мы не пара. Слезинка по щеке, как капелька росы. Вокруг соседи, они не бредят и варят кашу за спиною языки. Все перемелется, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Не надо плакать, отбрось сомнения. Любовь пришла, ее не надо больше ждать. Я знаю точно, вопрос исчерпан. Два милых сердца никому не разорвать. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Ты мне сказала в этот день, что мы не пара. Блеснув слезинкою, как капелькой росы. Теперь об этом не поет моя гитара. А я считаю одиночество часы, что на душе моей не передать словами. Соседи мелят языком, как жернова.
Но знаю я, что скоро будет между нами то, от чего так кружится голова. Все переменится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все переменится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Мельница, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все переменится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Валентина Фомичева, здравствуйте. Спасибо, что забежали ко мне. Спасибо огромное. Ну вот. Спасибо огромное, преогромное спасибо, да. Ну вот. Прям вот действительно. Огромное спасибо. Я же всем рад. Я всем. Да что такое? Ну, блин, Сашенька мне в WhatsApp пишет, а она же, наверное, не знает, что я через телефон. У меня модемки нету. Ой, ну ладно, потом все это прослушаю, прочитаю. 12 человек, пишут несколько. Стесняются, что 14 человек, да, обалдеть. О, еще, короче, еще 3 часа, ребят, в нашем распоряжении, так что можем о чем-нибудь беседовать, задавайте вопросы, с удовольствием на них отвечу. Вот, в порядке разумного, конечно. Я вышла и зашла, тупит все по жести. Саш, радость моя, я вижу, что ты присылаешь, но я же использую телефон как модем. Я никак не наберу, хотел на компьютер, но походу придется сначала копить на модем. У нас стоит, ну, грубо говоря, 3000. Вот. Немножко там осталось, и я куплю модем, потому что вот так вот. Карие глаза. Танюш, да, не вопрос, я обещал, я исполню. Потом кто-то писал карие зеленые глаза. Знаешь песню такую, милые зеленые глаза. Наташа, как день прошел, тяжело, и завтра еще будет тяжелее. Накопим, Миш. Да, накопим. А почему я думал, что это с роутера? Прошу прощения. Я же, да, провел роутер, Саш, но там такая беспонтовая мобильная, ну, короче, вообще ни о чем. Так можно смотреть. Когда у меня будет компьютер, я роутер, да, он у меня вон стоит роутер Ростелекомовский. Я буду вот этот компьютер, который сейчас, я буду его чисто на музыку ставить. Он будет, короче, он будет чисто для музыки, да. Музыку буду вам включать, буду петь песни, которые вы будете заказывать. Правда, какие медные или тонкие. Да тоненький проводочек идет. Но для стримов не пойдет, а так офигенное, до 10 мегабит в секунду. Это самое, можно смотреть даже видео. Но у меня вот для стрима, понимаешь, мне нужен именно модем. Вот так. Провайдер кто? Ростелеком, да. Это в городах Ростелеком. Да и все его говорят, что он хреновый. Короче, ладно, Сашенька. Поем песенку. Я же обещал. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, в сердце бережно хранить. Целый мир готов тебе я подарить. Это небо для тебя,
эти звезды для тебя. Это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Как хочу, чтоб знала ты про тебя лишь мои сны. Как реально вижу, будто в жизни я. Твои карие глаза, твои сладкие уста. Только ты мой ангел, ты моя мечта. Это небо для тебя, эти звезды для тебя. Это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Это небо для тебя, эти звезды для тебя. Это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Пугач. Как у меня фамилия Пугачев. Ну какие деньги, на какое лечение? О чем ты говоришь? Что? Классная песня, спасибо, ребят. Ахра, карие глаза. Да. У вас талант просто огонь. Да, как геймер. Спасибо огромное, дружище. А как зовут автора? Михаил меня зовут. Автора. Oh, yeah. Да, как геймер. Спасибо за фолловерство. Спасибо, дружище. Спасибо. Мне нравится такой стрим. Спасибо, ребят, спасибо. Спасибо Богу. Мы поддержим его по желанию. Да, Сашенька, да. Спасибо, геймер. Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье. Олежек, подожди, Олежек. Я ее списывал. Не ты ли мне ее заказывал, а? Высокие ноты автор не тянет, видно, что самоучка. Да, а зачем мне высоко петь? Глотку рвать? Зачем? Как тебя называть-то? Однофамилец? Пугач, как твое имя? Только не говори, что и Михаил тебя зовут. Спасибо, спасибо, спасибо. Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье и тебя приведу в этот собственный дом. Заведу голубей и с тобой, и с любовью мы посадим сирень под окном. Заведу голубей и с тобой, и с любовью мы посадим сирень под окном. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду. На том пруду, куда тебя я приведу. А белый лебедь на пруду
пруду качает павшую звезду. На том пруду, куда тебя я приведу. А пока никого, ни двора и ни сада, чтобы мог я за ручку тебя привести. Угадаем с тобой, самому мне не надо. Наши 5 номеров из 6. Угадаем с тобой, самому мне не надо. Наши 5 номеров из 6. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду. На том пруду, куда тебя я приведу. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду. На том пруду, куда тебя я приведу. Мало шансов у нас, но мужик барабанщик, что кидает шары, управляя лотом. Мне сказал номера, если он не обманщик, на которые нам выпадет дом. Мне сказал номера, если он не обманщик, на которые нам выпадет дом. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду. На том пруду, куда тебя я приведу. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду. На том пруду, куда тебя я приведу. На том пруду, куда тебя я приведу. Да, белый лебедь или как это, на том пруду. Короче, как-то вот так вот, геймер. Да. Петр. Сможете дать Мадера? Нет, Мадеров хватает. Сполна. Вот. А зачем тебе Мадерка? Вот скажи мне. Вот все задаются, заходят, а можешь дать Мадер? Зачем она тебе нужна? Скажи мне. Нет, интересно всегда. Я тоже хожу по стримам, там пишут многие, можешь дать модератор. И чё? Толку? О, Сашенька ответила сразу. Я куплю тебе дом, группа Лесоповал, да. Ну, кто-то, да, все правильно. Чтобы быть... Мое имя типа синь красиво смотрит. А я вообще, смотри, я сейчас сижу через ОБС-ку, и у меня вы все серенькими, короче. Так что вот так вот, ребят. Ждем, да, ждем Андрюшу с этого Зерновку, как бы. Вот сегодня вышел его новое видео, я опять там написал, когда ж ты ко мне зайдешь на гитарный стрим. Ну, серьезно, ну, потому что в прошлом видео он там ходил по гитарам, ну, там, извините меня, некоторые, не гитаристы. Ну. Андрей вообще заходил, никогда он не заходил ко мне, геймер, нет, не заходил. Надеяться надо надеяться, вдруг Андрюша зайдет, я не знаю. Мне даже донатов от него не надо, просто чтобы он зашел, там, я не знаю. Я и донатил ему, и я, говорит, смотрю твои стримы и когда-нибудь зайду. Господи, ну. Он методом тыка заходит. Ну. Да, в принципе, знаешь, Саш, не зайдет, не зайдет. Че, вон сколько народа. Че, я пою же для вас. Я же не пою, чтобы для того, чтобы ждать, пока Андрюшка зайдет. Зайдет, зайдет. Не зайдет, ничего страшного.
Миша, а кто это Зерновка? Это знаменитый такой донатер, парень молодой, ему 19 лет. Верочка, забей на ютубе, кто такой Зерновка, у него 1 200 000 подписчиков. Он дает шанс начинающим стримерам. Вот, он заходит и пиарит их просто, понимаете? Вот. Поэтому чем я хуже тех, кто сидит и какую-то там игру стримит? Михаил, что ты любишь петь под гитару? Есть любимый автор? Нет, нету. Так я не понял, тебя Андрей или Володя зовут? Папа Ган, дружище. Любимого автора нет. Я люблю все мои песни, я вот, которые у меня в тетрадочке пока. Рома, здравствуй, Ром. Ты видел, да, сегодня видео? У меня прям по сердцу скребануло, и я опять ему написал, ну когда ты ко мне зайдешь-то? Без толку. Что я пропустил? Да ничего. Ничего ты, не важно, что ты пропустил. А что еще пели? Да в основном ничего мы, Саш, не пели. Вот. Потому что тут опять терки были, разборки, короче. Папа Ган, кажись, Вовчик. У Володя вроде бы, да, потому что к нему Андрей что-то. Андрей, кто-то сказал Андрей, он ответил, что-то я не понял, поэтому. 8 дизов, что за фигня? Ну, хейтеры, ничего страшного. Пусть. Я раньше что-то как-то обращал на это внимание, а сейчас, да мне по барабану, пусть 80 будет, хоть 800. У них столько людей, Ром, не будет, чтобы 800. А, есть программа же по накрутке дизель, да. Но это во время прямого эфира, а потом, когда трансляция заканчивается, смотришь, а там 2-3 дизлайка всего лишь. Малолетки тупые бесит. А, вообще по барабану. Давай, спасибо, Ром. То, что видел, да, сегодня у него вышло видео, прям, блин. Ну, говорят, что он что-то на Твиче был. В основном он на Твиче, все, короче. Не знаю. Кому сколько лет? Мне 14. Ну, мне много, мне 37. По-моему, поем Муцураева «Зеленые глаза». Да, как раз 26. И сейчас я спою, значит, и пойду дымить. «Зеленые глаза» я пою, без тетрадочки, она у меня вот тут в голове, да. В комнате один я смотрю на звезды в окнах, посмотри на них. Если хочешь, даже с неба, ты в Ростове, да. Ну а я в Чечне скучаю, посмотри на них, посмотри, я умираю. Милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза. Не забуду я их никогда. Ты приди ко мне, любовь моя, милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза. Не забуду я их никогда. Ты приди ко мне, мечта моя. Может быть и ты, как и я, там повстречаешь, ты меня найди, а при встрече мне расскажешь, как меня ждала, как по звездам ты искала, как меня нашла, как от радости рыдала. Милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза. Не забуду я их никогда. Ты приди ко мне, мечта моя, милые зеленые глаза, а в глазах жемчужина слеза. Не забуду я их никогда. Ты приди ко мне, любовь моя. 「
Да, заказы какие-то, Жандос. Голос просто топ. Спасибо, Климов, за подписку, дружище, за фолловерство, точнее, потому что отписывают за это, отписывают. Спасибо огромное, спасибо. Голос прекрасный, спасибо, дружище, спасибо. Прям, блин, да, мама это святое. Да, ребята, в сфере последних событий у меня единственный друг настоящий, это моя мать. Потому что, когда мне было хреново, как финансово, да финансово, мне кажется, всегда хреново. Вот. Мать меня поддерживала. Ну, Саша знает, как мне было хреново, да, Саша, в начале января. А ты помнишь об этом. Мне нравится такой стример. Спасибо, Климов, Жандос. Нравится, зови друзей, там, я не знаю. Я рад всем адекватным, ребят. Да, у меня мало подписчиков, мало у меня. Ну, я пою для людей, для себя. Как бы, да, днем я работаю, вечерами я вот так вот, короче, стримлю. Меня пиарил Дака. А, мы слушаем твою песню. Ага. Пиарил Дака. Я не знаю, кто такой Дака. Да, 1:30 как раз. Да, я понял, Саша. Я пошел дымить. Я зашел. Да ты что, серьезно? Я зашел, мне друг сказал, Дака, сказал, что такое, нифига себе. Под ником Дака. Вообще, я пропустил. Обалдеть, вообще, фантастика. Ну ладно, что ж. Так, значит, что включу? Я сейчас что-нибудь включу и пойду подымлю. Ну, действительно. Может, давайте свою включу мельницу, да, свою авторскую песенку. 14 лет, игровой стример. А что, он зашел и ушел? В смысле? А что, у него много этих фолловеров, подписчиков? Саш, нифига себе. Давай, Миша. Короче, ладно, потом это самое. Может, вместе закинем. Закинем. Позвал. Короче, что-то кидать, кто-то что-то... Не понял я. Короче, сейчас я приду, ребят. Ты мне сказала, что мы не пара. Слезинка по щеке, как капелька росы. Вокруг соседи, они не бредят и варят кашу за спиною языки. Все перемелется, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Не надо плакать, отбрось сомнения. Любовь пришла, ее не надо больше ждать. Я знаю точно, вопрос исчерпан. Два милых сердца никому не разорвать. Все перемелится, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все перемелится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Ты мне сказала в этот день, что мы не пара. Блеснув слезинкою,
как капелька росы. Теперь об этом не поет моя гитара, а я считаю одиночество часы, что на душе моей не передать словами. Соседи мелет языком, как жернова, но знаю я, что скоро будет между нами то, от чего так кружится голова. Все переменится, как мука на мельнице. Будем мы с тобой жить в доме у реки. Все переменится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Мельница, как мука на мельнице. Будем мы с тобою жить в доме у реки. Все переменится, отпоет метелица. Счастливо будем жить в доме у реки. Да, я вот теперь понял. Спасибо тебе, дружище. Ребятки, кто зашел, спасибо огромное, что зашли. Спасибо. Ира там, Патриот XD вроде бы, да? Спасибо за фолловерство, спасибо. Уголек. А можно, ну, сейчас. Уголек. Сейчас споем уголек, не вопрос вообще. Вообще не вопрос. Сейчас споем уголек. Да, сейчас выбегала, вернулась, что интересного пропустила. Катюш, ну, да ничего, в принципе, интересного, ребята. Желаю вам миллион подписчиков. Спасибо, геймер, спасибо огромное. Взаимно, тебе тоже. Взаимно, ребята. Все в нашей жизни, поступки, действия, да, жесты, там, я не знаю, отношения какие-то, они взаимностью возвращаются рано или поздно. Поверьте мне. Давайте споем уголек. Для ребят, я как всегда в Катюш, я понял. Уголек. Геймер. Зерновка поддерживает простых стримеров. Ну, я не знаю. Саша, здравствуй. Санька, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Поехали, уголек. Уголек мой, уголек, на курке стынет. Я не близок, не далек, ровно как и ты мне. Дым кружится в потолок по пустой квартире. И последний фитилек гаснет в моем мире. Осенний туман в твоих глазах развеял обман и сердце в прах. Мне больше не жаль себя, тебя. Сгорела душа, потух пожар. Говорят, что сердце знает, ну а время лечит. Нас куда-то унесет королева вечность. Ты ушла из моих снов, только шаль на плечи. Догорает уголек, он совсем не вечен. Осенний туман в твоих
я прав. Мне больше не жаль тебя, себя. Сгорела душа, потух пожар. Осенний туман в твоих глазах. Да. Мне больше не жаль себя, тебя. Сгорела душа, потух пожар. Да, это что? Это хейтер, это не обращай, геймер, внимание, кто там что ставит, я не знаю. Андрей, ну где твои там? У меня 250 человек, они придут. Где они, Салме? А? Вон геймер зашел, позвал своих друзей и, блин, вообще прикольно. Я еще на работе. А, это тебе надо прийти домой и кого-то там с улицы. Сюда иди! Телефон есть, да. Короче, на ютубе Михаил Пугачев набирай, чтобы, сука, сейчас был на его стриме. Понял? Ты понял меня? Да, я понял. Так, 250 человек. Понял, Андрюх, все, вопросов нет. Не, ну тогда да, понятно. А я думал, тебя где-то там в WhatsApp набираешь, где-то, не знаю, в Одноклассниках. Люди заходят. Спасибо, геймер, тебе, дружище. Огромное тебе спасибо. Просто спасибо. $18 человек. Серьезно, ребят? А то, что геймер, то, что дизлайки, я на них как-то обращал. Сейчас без разницы. Кому-то не нравится. Ну, хейтеры там всякие. Не нравится. Вот. Сидят ребятишки маленькие. Их бесит, что вот я такой взрослый человечек, мне 37 лет. И я умею петь. А что они еще могут сделать? Либо гадость написать, либо дис поставить. Пусть ставит. Чё? Собака лайт, караван идет. Вот так. Не нравится тем, кто не умеет ничего. Ну да, Сашуль, ну. Это походу накрутка. Да пусть накручивает, господи. Ну мне вообще по барабану. Мне не страшен серый волк. А солдатская любовь... Нет, я ее очень давно не пел. Саша. Хейтеры накрутку сделают, походу. Ну и пусть накручивают. Че, я же знаю, накрутка после стрима. Перезагружаешь стрим и все. Там действительно кто поставил своим пальцем накрутку. Дизов. Они будут высвечиваться, а эти пропадут. Ну, я уже знаю это. Как это делается. Почему не любит? Нет, я ее не пел, говорю. Не пел я ее. Сашенька, ты не слышал. Не расслышал, точнее. Будь здорова, мам. Так что вот так, Сашу. Надо копить на модем компьютер. Ну, до компьютера еще. Нахер. Ладно, я полетел дальше работать, перекурсак. Давай, Андрюх, давай. Видел, да, что с дружбой общением стало? Не пускает никого. Канал запаролен. Все. Писец, короче. Каналу. Жалко, конечно. Ну, это их дело. Я написал там в ВК, в канал, это. Мне по существу ответ никто ничего не дал. Одуванчики, сиреневый туман. Нет, не было этих песен, Саша.
Да, всем еще раз привет. Ничего страшного, найдем другой, просто сколько сил вложено. Михаил, привет из Казахстана. Да. От нас Казахстан недалеко, Саратовская область, Гемель. Саратовская область. И Шатунова тоже, не пели. Не пели. Нет, я уже запел, все. Осеннею порою под грустный шум дождя девчонка провожала на службу паренька. Дождаться обещала, целуя горячо, а он смотрел с тревогой в красивое лицо. И вот прошло полгода, солдат затасковал, все реже от любимой он письма получал. И не было тех строчек, горячих нежных слов. Солдату стало ясно, что кончилась любовь. Однажды среди ночи Невальный услыхал, как кто-то очень громко во сне пробормотал. Не думал, что так ишь ты меня. И сразу наступила в казарме тишина. С тех пор, как подменили солдата паренька, с лица его улыбка исчезла навсегда. В строю грубил шакалом, устав нарушал, и чаще всех во взводе на кичу попадал. Прошло еще полгода, но не проходит и сон. Сидит в пустой курилке и пьет одеколон. Сидит в пустой курилке и думает о том, как полюбил девчонку. Любимой он назвал. Прошло уже 2 года, от них нет следа. На дембель отпустили последним паренька. Уставшую походкой шел молча на вокзал и песенку блатную сквозь зубы напевал. В вагоне-ресторане он встретил дембелей и пил, не зная меры, до станции своей. Но вот вокзал знакомый виднеется вдали. Друзья подняли парня и выйти помогли. Уставшую походкой шел молча он домой, и вдруг на перекрестке застыл, как неживой. Навстречу шла девчонка, в руках несла цветы. Стоял, шатаясь, парень, сжимая кулаки. Кому ты, дорогая, несешь такой букет? Девчонка, растерявшись, ответила тебе и протянула розы дрожащую рукой. Сжимал в руках их парень, не ощущая боль. С размаху он их бросил в красивое лицо. Считай, что за измену отделалась легко. Носи теперь на память глубокий след цветов и помни постоянно солдатскую любовь.
Михаил, я вас хорошенько пропиарю. Я не против, геймер. Я не против любой помощи, ребят. А что это слева торчит? Где? Кто? Куда? Торчит? Неплохо. Вадим Десантура. Спасибо, Вадим. Спасибо за оценочку моего пения. Спасибо. Да. Геймер, здравствуй. Вот это вот, что ли? Я не... Вот это вот. Ох, нифига себе, 817. Уже нету. А что торчал-то, я не понял. Что торчал? Короче, ладно. Круто поешь. Спасибо, ребят, спасибо. Ну, как умею. Да какой круто. Ну, хорош, вы что, геймер. А тут два геймера, да, как геймер и про-геймер. Ребятки, как вас различать? Да ладно, салют. Салют, обалдеть. Офигеть. А, пятница же, да. У кого-то свадьба. Я модер королевы. Геймер, ну я понял, да. Песня супер, да, согласен. Олеся Клинова, привет. Да ладно. Олеся, ты на меня это самое, это нельзя говорить. Зафоловься, короче, на меня. Потому что когда говоришь вот это слово, потом они отписывают, YouTube отписывается. Никитос канал все... Нифига себе, как шустренько. Спасибо, Никитос канал, спасибо. Спасибо за фолловерство, спасибо. Вот это ничего себе. Или как у меня друзья или блатные заказывают салют. Может, Шатунов? Так, давайте 5 минут поговорим. Песенку споем, и я пойду дымну. Олесенька, ты ли это? Мне это интересно. Это моя бывшая гражданская жена. Да, очень хороший человек. Это да. Как это так вообще? Никитос, привет. Вадим, заходи к нам. Лайкосик за твое исполнение. Да мне не трудно, ребят, попеть. Не трудно. Лайкуем. Да все уже поставили, которые тут сидят сейчас. Мне кажется, все ребята поставили уже. Палец вверх. Ну Дизы тоже ставят. Ну, ничего страшного, пусть ставят. Никиту я... Чат, всем привет. Алевтиночка, солнце мое, привет тебе, привет. Алевтина, привет. Что-то Олеся зашла и что-то она ушла, походу. Мишаня, отдельно. Спасибо. Что-то Олеся ушла, походу. Зашла и ушла. Голубка же. Польники, приветики. Саш, знаешь, какую песню? Растафарай знаю. Растафарай, солнце нам дай. Обними детей своих, Растафарай. Папа, а ты умеешь на семиструнке играть? Да зачем оно мне нужно, Володь? У меня шестиструнная есть, мне хватает этого вполне. No. Зерновка, приходи. Да ты чё, Зерновка, если бы Андрюшка зашел, был египетская етитицкая богомолье. Понял. Никитос же, да, зафоловился. Как правильно это говорить? Ну-ка, молодежь, скажите, как это правильно говорить? Блин. Зафоловер, язык сломаешь. Зафоловил. Понятно. Зафоловился. Да пусть будет так, да. Вот. Никитос последний, да. Крайний, точнее, зафоловился на меня. Спасибо тебе. Да. Кто откуда? 16 человек.
И чё? Ну, серьезно, вы чё, замолчали, что ли? Или как? Или все пошли в гугле смотреть, как правильно это самое, задружим. Задр... Надо ему задонить и сказать, чтобы он зашел. Я донатил ему, геймер. Донатил, не раз донатил. Я, говорит, смотрю твои видео, я как-нибудь зайду. Ну, как он смотрит мои видео? Да ладно, господи. Да, я из Саратовской области, ребятки. Да. Иркутск. Как с вами быстро время летит? Обалдеть. Офигеть вообще. О, Вадимка с Новосибирска. О, как. Иркутск, Новосибирск. Прикольно. Братск. Прикольно. Мне кажется, он сегодня... Нет, это что, геймер? Да, ну нет. Оренбург, Саша с Оренбурга. Так что, Сань, прикинь, в натуре, вот мы, Артем мне дал модем. Ну там, короче, не пошло. Действительно, у меня этот шнур. Ну, мне, короче, нужен модем. О, Андрюха, ничего себе. Андрей, здравствуй, дорогой. Здравствуй, здравствуй, Андрюха. Здорово тебе. О, Андрей Казак. Да, здорово, Андрей. Андрей зашел. Казак, братан. Короче, вы все его знаете, да? Да, нормальный такой, адекватный парень. Казаху привет. Вадим Десантур, привет, из какого района? Я тоже с Новосибирска. Прикольно. У меня на видос, выпущенный 5 часов назад, набрало 10 просмотров. Привет, привет, чат еще раз. Короче, он со всеми замучается, Андрюха, здороваться, да, Андрей? Я понял тебя. Андрей. Как ты, Андрюшка? Нормально все? Так что вот так, Санька. В шнуре все дело. Я сейчас все равно на цыпочках хожу, потому что у меня чуть что он не видит, короче. USB устройство неопознанно. Ну, немножко осталось тут, немножко осталось. Да, ну что, опять компьютер будет ждать. Сколько он будет ждать, я не знаю. Миша, да все нормально вроде, как сам? Ну, потихонечку, Андрюх, потихоньку. Да. Работали сегодня. Сейчас вот стрим запустил. Почти 2 часа уже. Да, без 3-2 стрим идет. Тихо у вас сегодня? Нет, я заблокировал. Старка заблокировал. Макса заблокировал. Вот. Кого еще заблокировал? Я еще заблокировал. Гара ММА. Короче, ну они все сказали уже свое. Все понятно уже все. Михаил, как вы сделали, типа, когда кто-то подпишется, там какой гиф получается, как это сделали? Смотри, геймер, в Donations Alerts новая функция, это появилась, наконец-то появилась, подписчики там есть, все. Вот. Лови, ищи в Donations Alerts. Вот. Не было там функции, я со Streamlabs брал эту функцию. Вот. Ну, ссылку. Сейчас Donations Alerts сделал. Уведомления новых подписчиков. Наконец-то, просто вот, наконец-то. Стас, здравствуй, дорогой. Здорово, братиш, здорово. Спасибо, что забежал. Понял? Да, как геймер. Вот так вот. Если ты через OBS стримишь. Тебе максимум сколько задонили? А геймер, про геймер, вот же, тут все написано. 9 мне задонили. Самое максимально 9000 мне закинули. Вот.
Не одним донатом, но за стрим, за стрим. Вот как раз я новую веб-камеру взял. Сыну там помог, короче, в приобретении телефона. Вот. Короче, вот так. Так, ребята, я пошел подымлю. Я пошел подымлю. Я вернусь. Не разбегайтесь. Вот. Если кто не зафолловерился, не подружился со мной, можете подружиться. Вот. Здесь как же круто. Сори за мат. Круто. Ты про донат. Что? Ну да, приятно, конечно. А я вам сейчас что-нибудь включу пока. Обзор. Так, это значит мы пели. По порядку, это я не помню, какая. Вот эту включу. Да, включу сейчас эту. Окей, окей. Все, окей, значит, окей. Так, значит, я пошел дымить. Ребят, не разбегайтесь, пожалуйста. А лучше друзей своих зовите. Ой, это не
Никита, ты где? Кто помнит, как Вера Слесарева пела для Димы? Что-то я припоминаю, Вера. А здесь я. Здесь он. На хорошие песенки от Андрея Казаха. Спасибо, Андрюха. Почти модем в кармане. Почти. Блин, спасибо. Спасибо, Андрей. Ну, блин, ну просто. Спасибо огромное. Блин. Огромное тебе, Андрюха, спасибо. Спасибо, Андрей. Блин, ну, я не знаю. Давай, чё? Растафарай. Спеть. Не вопрос вообще. Или что, давайте что-нибудь споем. Да я и так пою. Спасибо, Андрюха, что поддерживаешь, да. Пусть чат пишет, что хочет. Я понял. Че, ребят, что будем петь? Ну, все, народ что-то поубегал. Жаль, конечно. Блин, 19 человек сегодня было онлайн. Вот это ничего себе, обалдеть. Ну, ничего страшного, что. Что, вы ничего не хотите услышать? Давайте поболтаем. Мне еще проще. А давайте эту. Я тебя и век не забуду. Я не отпущу тебя никогда. Знаете такую песенку? Хотите ее услышать? Ребятки? Или улетали журавли? Улетали журавли на юг. От зимы, от холодных юг. Так, что поем? Во, Никитос пишет, во, пой. Что петь? Вы пишите название, потому что чат либо опаздывает, либо я не знаю. Пойте, говорите, что петь. Споем, не вопрос вообще. Пока что нет компьютера, я пою то, что у меня вот здесь и в тетрадках. Ну и то, что так по памяти, ну в принципе, да, то, что вы говорите. Улетали журавли на море, на юг. Во, все. Матери, она, кстати, тоже нравится. Мам, будешь подпевать мне, мам? Мама! Будешь подпевать журавли? Ну ладно, смотри свое НТВ. Она любит же смотреть НТВ, 5 канал. Да. Ужас. Поехали. Улетали журавли на юг, от зимы, от холодных вьюг. Унесли они с собой и радость, и весну. Я хотел тебе сказать прости, ты побудь со мной, не уходи. Если заскользнувший по щеке твоей упала, но я скажу тебе, не надо начинать там все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Но я скажу тебе, не надо начинать там все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Ты ушла и больше нет тебя, поселилась в доме пустота. Одиноко догорала на столе свеча. Только не прыгай. Я желаю, чтобы, как всегда, ты смотрела нежно на меня, и журавли вернулись
радость, чтобы поскорей сюда. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Да, я много песен знаю, «Фактор 2». Никита, знаешь эту «Забери меня». Ее почти никто не знает, но офигенная такая песенка. Ну там надо тянуть, действительно тянуть. Че ты боишься, да? Закрыл, а то вдруг маньяки сказали, да, у мамы какой-то, вот она насмотрится своих фильмов вот этих НТВшных, Пятый канал, а потом вот она свет выключает, этот закрывает дверь. Маньяки, говорит, ходят. Но не существует, к сожалению. Ой, началось. Я тебе точно стрим устрою, будешь с ребятами разговаривать 5 часов. Обыкновенные люди с виду, а видишь, что творят. Нет, факт нельзя. Как говорится, не оспоришь факт. Ну да. Маньяки. Ну, типа того, да, маньяки там туда-сюда. Ужас. Ого. Вот те, ого. Где? Знаю, я еще слушал на кассете, еще не было дисков. Ох ты, нифига себе. Только алкаши. 9. Вау. Резко так. 11. Бах, 9. Ну, походу, заходят люди, и, потому что у меня же написано там и в ожидании зерновки. Заходят, говорят, господи, что же за мужик тут сидит какой-то на гитаре и поет, и все. Алкаши на стримах есть, это не новость, это точно, Танюш, это точно. Я с вами поработаю чуть-чуть, накладной набиваю, я тут. Хорошо, Верочка, хорошо, хорошо. Да, Андрюх, спасибо за поддержку. Спасибо огромное, да. А ты тут знаешь, Старк, который тоже донатил, жаль, что получилось так, что он сказал, разблокируй вчера. Я разблокирую. Одного заблокировал, потом, правда, то, что он там мне написал. Старк об этом знает, я ему скинул. Вот. Он сказал, разблокируешь, мы тебе поможем нормальными донатами. Вот. Ну, согласитесь, что когда помогают, это очень хорошо. Сейчас, Танюш, сейчас я объясню. Вот. Он зашел, ну, вчера он говорит, разблокируй этих людей, я, короче, поможем мне. Ваша шальная бригада. Это не вопрос. Я разблокировал, короче, вот. Ну и, короче, я заблочил там некоторых людей. Он, короче, значит, ну, и он ушел. Я ему говорю, ну что ты понимаешь, за что я заблокировал? Вот. Да, кому помочь, тот молчит. Я согласен. Ну что говорю, Старк, дружище, ты что, за свои слова отвечаешь? Нет. Помоги, ты же обещал, я выполнил свое обещание. Вот, Андрюх. Он меня просто послал, знаешь, говорит, я подумал, пошел ты, все, я его заблокировал тоже. Ну. Да, Танюш, я терпеть не могу людей, которые меня посылают и не выполняют свои обещания. Если Андрей, даже ничего ему не говорю, Андрюх там подкинь мне бабло, он просто подкидывает человека. Все. Я понимаю, что у людей нет денег. Я ж пою просто так песни, правильно? Правильно? Правильно. Вот. Так что, Тань, ты поняла всю ситуацию, да? Не просто так вот мне захотелось, я заблочил человека. Так получилось. Это не моя вина. Вот и все.
Ты неси меня, река с фильма «Таежный роман». Спой, пожалуйста, Никитос. Да сейчас споем. Что так, ее надо найти, где она. В какой же она тетрадочке? Сейчас подумаем. Ну, сейчас полистаем. Короче, так не найду. Андрей Най тоже ушел. Привет! Снова. Привет, Коди, привет, привет, привет. Она вот где-то, вот она вот тут, вот, наверное, да. Или нет? Или да? Нет. Так, значит, она где-то... Огласите весь список, пожалуйста. А, песен? Или что? Володь? Песни про день рождения. Блин. Да ты чё, Володь, у меня этих песен тут ужас. Что ж мне глючит-то и что-то вообще, как будто что-то на экране происходит. Про день рождения. А где-то лондонский дождь. Поздравляю тебя, и на каждой открытке я с любовью пишу. С днем рождения, Вика! Тан-таран-таран-тан. Тан-тара-тара. Я ее давно не пел, кстати, да. Ну, вот. Так, неси меня, река, да? Сейчас я вспомню. О, Любэ класс. Только у кого? День рождения зовут Люда. Ага. Папа Ган, это же фильм класс. Так, «Сектор газа» знаешь, Олежек, смотря какую песню. «Туман» знаю, лирику так частично. Что еще там? Что-то там еще есть. Ты неси меня, река, за крутые берега, где поля мои поля, где леса мои леса. Ты неси меня, река, там родные мне места, где живет моя краса. Голубы у нее глаза, как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня. За туманом огонек, как же он еще далек, ой, далек. Ты мне, ветер, помоги, милой весточку шепни. Знаю, ждет меня моя краса. Проглядела в ночь глаза, как ночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня. А потом
там соло на аккордеоне или на. Ну, это я уж не умею, ребятки. А вот эту песню, которую стример поет, то поет ее любой. Ну, это понятно, что любой ее поет. Знаете, да, что если Николая Расторгуева распилить напополам, из него потечет березовый сок. Вот. Так что вот так вот, ребят, поем потихонечку, поем. Ну, и хорошо, что вам нравится. Я рад. Спасибо, что сидите на моих стримах. Пока так вот, будет компьютер хороший. Вот. Тогда будем петь и под минус. 10-10. 10-10. Я не понял, 10-10, что это такое. Спасибо за песню, класс. Да, Никитос, тут мне трудно, что не знаю. 10 из 10, вон что. Дака геймер. Ну-ка, что там у меня с фолловерами? Посмотрим. 800. Зеркальные цифры. Ой. Вот так вот. Днем работаю, вечером так вот стримы веду. Песни пою для людей, для друзей, для зрителей. Ну, зрители у меня, как говорится, залетные, они нечистые, да. Так все свои, в принципе, приходят, заходят, уходят. Я выздоровался, я с тобой еще. И еще раз персонально. Привет. Я здоровый вообще. Господи, что это? Выздоровел. Короче, ладно. Желаю вам здоровья. Да тебе тоже здоровья, Господи, чё ж. Взаимно все, взаимно. Вот, в нашей жизни все возвращается бумерангом. Рано или поздно возвращается. Да. Хорошие поступки хорошими поступками возвращаются. Вот. Плохие поступки плохими возвращаются поступками. Да. Так что как-то так. Птица, говорит, ты перелетная. Ой. Правильно говоришь, дружище. Ну да, чё. А что не так? Люди сейчас стали в мире озлобленные. Злобы очень много. Надо, не знаю, как-то ценить людей, с кем общаешься, с кем дружишь, с кем как-то вместе там, я не знаю, играешь, гуляешь, работаешь там, не знаю. Вот у меня на работе, да, вот Артем, не знаю, сейчас тут он или нет, Артем. У нас без позитива вообще ничего не проходит. Мы постоянно на приколе, мы постоянно угораем, мы смеемся. Вот. Так и надо жить. Да, Саньки, я прав же? Я же прав. Наташенька, привет тебе еще раз. Black Bass, здорово, давно к тебе не заходил. Здорово тебе, черный лучший. Да, вот так вот. Не, Александр. Нет, Александр. Я думаю, Артем это сын. Артем, у меня Владик, он в воскресенье уже уехал. Ты что, я его отправил вверх. Господи, что это такое? Это... Ох ты, нифига себе, да он серьезно. Зелимхан, у него прямой эфир, блин.
Я хотел ему в тот раз задонатить Зелимхану, чтобы он зашел, говорят, ну он чеченец, такой правильный, настоящий мужик. Я хотел ему задонатить, короче, чтобы он зашел ко мне на стрим, хоть послушал, чтобы меня. Он ходит, пиарит каналы, рейдит. Ну, у него донаты отключены, короче. Так. Не получилось. А потом сын к нему заходил, что Андрюша пришел, надо ему скинуть ссылку. Он выберет, может, тебя заметит. Нет, не пришел, Блэк. Нет, не пришел. Просто вот в сфере последних его видео он ходит. Стал опять ходить часто. Но я просто поставил, вдруг он зайдет ко мне. Ну что? Сегодня вот было это видео. Вот, там он помог начинающему стриму. Я так посмотрел, у этого начинающего стримера лучше компьютер, чем у меня, наверное, в 1000 раз. Вот. Как бы вот так. Есть люди, которые с детства с тобой, потом предали тебя, со мной, кстати, это случилось. Да, я тебя понимаю, Никита. Да. Да, как геймер. Блэк, ты имеешь... Я тоже решил где-то пока не выходит. YouTube тебе в помощь, дружище. YouTube тебе в помощь. А в смысле ему кинуть ссылку? В смысле это как? Через донат или как? Что-то я вот не понял. Блэк, если можешь, объясни, пожалуйста. Да, его все ждут, конечно, в ВК. А, в ВК, да нет же, он это самое. Я что-то ему в тот раз писал. Или его брату, типа, сколько стоит рейд моего канала? Говорит, что-то я ютубовский канал что-то не рекламирую. Что-то такое, или я путаю с кем-то. Ну, кинь ссылку, если что, если хочешь помочь. Я не против никакой помощи. Да, честно. Примите. Я приму, да. Я ему заспамлю всю инсту, весь ВК. Да ну не надо, наверное. Ну, если так адекватно, то заспамишь, правда. Если не зайдешь, короче, я тебе там, так не надо, смотри, Блэк. А то потом его ребята ко мне зайдут, такого мне тут устроят. Вот, Фокси, здравствуйте, как Зерновка? Не заходил, нет, не заходил, нет. Блин, у него прямой эфир, ребят, начался у Зерновки. Офигеть. У Андрюши прямой эфир начался. Офигеть, я в шоке. У меня нету второго аккаунта, ну, у меня с телефона. Я бы сейчас это самое, зашел бы к нему. Найс. Прямой эфир у него начался сейчас. Прямой эфир. Ой, блин. Я пишу, Андрюша, вот знакомься, Михаил, зайти к нему на стрим. Ты знаешь, если Блэк хочешь помочь, ты не надо ссылку на мой канал кидать. Ты просто напиши Михаил Пугачев. Там его брат меня уже знает откуда-то, я не знаю. Он сейчас стримит. Сейчас он стримит. Так. Ютубер. Добавить вас, друзья. Добавил я, да. Я тоже сейчас напишу. Ну, напишите, ребята, попытка. Нет, сейчас у него там вот так вот чат летит, короче, и все. Юрий, когда стрим? Ну, Юра, Юр, ты же говорил, вроде бы во вторник у тебя должен быть, да? Стрим. Блин, 19 человек когда был. Вот сейчас попросил бы я вас, вы же бы мне не отказали. Правильно? Правильно. Не отказали бы. Блин, все бы пошли 19 человек. Поспамили потом в чат. Ну, короче, ладно, зайдет, не зайдет. Все, я плакать не буду. Сейчас зайдет 80%, что не зайдет, да?
9 человек осталось. 10. Ну что, пишите что-нибудь, ребятки. Как у кого день прошел, как у кого настроение, там, не знаю. Что, давай что-нибудь спою вам, я не знаю. Что это такое? Почему вы замолчали? 7 вообще. Ёпрст. Все разбежались. Че, пойду я дымить тогда, раз уж такая. Танюшка Сичихина, почему на меня обиделась? Да ладно, ну вы что, ребят, между собой. На Юру, как можно обижаться на Юру вообще? Я понятия не имею. Как можно на этого человека с ангельской душой обижаться вообще? Обижаются на него кто будут обижать? Хейтеры, которых он блочит беспощадно. Вообще 6 человек. Короче, ладно, пойду я дыману. Вот. Я сейчас вернусь. Да. Все разбежались, походу. Жаль, 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 конечно. Свойства. Так, обзор. О, бандитский Петербург. Ненормальная тема. 7 зрителей. Михаил, сможешь шапку сделать? А я, геймер, я сам заказывал шапку. Шапку канала. Я сам заказывал, дружище. Мне у него бан за спас дали. Бан дали За что дали Блэк? Дали бан. Сейчас я пойду покурю. Ну-ка, Блэк, дружище, напиши. В смысле, за что блок тебе дали? Пришел с зерновки, херня какая-то. Фуфел. В смысле фуфел, Саш? Нормальный парнишка, ему 19 лет, он ходит по начинающим стримерам. И это самое. Продвигает. Да ну ладно, забыли, короче, про Андрея. Зайдет, зайдет, не зайдет. Все, не будем рыдать. Сейчас, Блэк, ну-ка, дружище, расскажи-ка, за что тебе там блок-то дали? За спас. Что за спас? Не понял, если честно. Сейчас стрим у него у Зерновки. Я знаю, что у него сейчас стрим. Я же сказал, что у него сейчас стрим. Я знаю. А толк-то? Вот. Блэку что-то дали блок за что-то. Я так и не понял, за что его блоканули. Что-то Блэк никак не может написать, что ли, или что. Зайдет, зайдет. Ну, не зайдет. Ну, жаль, конечно, что он стримит таких некоторых гитаристов, которые вообще петь не умеют. И они у него в видео оказываются. Вот это обидно. А то, что у него сейчас стрим, я знаю, геймер. Знаю, знаю. Это я знаю. Ладно, что, Блэк не отвечает что-то, я не знаю, пойду дымить. Вот.
Пугач, дорогой ты мой человек. На вкус и цвет товарищей нет. Зачем? Да ладно, что? Будет его мнение, я тоже прислушаюсь к мнению. Да, вот. Саша, а почему говоришь развод? Действительно, ему некоторые донатят, и он в начале стрима там или когда, он может зайти. Ну, если вот он будет настроен на рейд каналов, он может зайти. Ну, вряд ли, конечно. Вот. Ну, ладно, все, забыли. Будем надеяться, ждать и верить. Все равно, может быть, когда-нибудь. Да и так он, вы у меня есть. Да. Да? Да. Так что в любом случае я не один. Это самое главное. Потому что были стримы, когда я был один. Вообще один. Сам все песни пел. Из телефона. Стримы. Вот так вот. Там таких, как ты, как грязи. Да успокойся ты с этим зерновкой, там таких, как ты, как грязи. А, в смысле, поющих. Привет брату Блэка, Никите. Никитос, приветос. Что это такое? Классно спели. Спасибо, спасибо, Дака. Геймер. Уже комментарий оставил. Спасибо, дружище. Спасибо. Нет, Саш. Он, когда у него есть настроение, уходит просто. Он действительно рейдит. Вот. Там какие-то челленджи, задания дает людям. Снимает все это. Короче. Понимаешь? Вот так вот. Че ты, мам? А, чтобы маньяки не ходили. Я понял тебя, мам. Темная вода, звезды золотые. Снова я стою на том же берегу. Разлюбил тогда глаза твои большие, а теперь никак забыть их не могу. Ты прости меня, родная, все ушло, я это знаю. Все ушло неведомо куда, куда. Для меня тебя дороже никого и быть не может. Буду помнить я тебя всегда. Не могу простить себе я эти слезы, то, что целовал с тебя я не любя. Помнишь, как тогда ты, плача у березы, прошептала тихо: я люблю тебя. Ты прости меня, родная, все ушло, я это знаю. Все ушло неведомо куда, куда. Для меня тебя дороже никого и быть не может. Буду помнить я тебя всегда. Ты
облюбуешь. И не буду я ловить косящий взгляд. Я хочу сорвать тот лепесток, где любишь, а ромашка даст тот лепесток, где нет. Ты прости меня, родная, все ушло, я это знаю. Все ушло неведомо куда, куда. Для меня тебя дороже никого и быть не может. Буду помнить я тебя всегда. Буду помнить я тебя всегда. Буду помнить я тебя всегда. Ну, просто талантливый, хорошая музыка. Геймер, спасибо тебе огромное. Да какой талантливый, так, любитель, просто попейте все. Темная вода, Black. Темная вода, Петлюра. Спасибо за песню. Так, мне не трудно. Спасибо. Не за что, ребят, не за что. Саш, ну, да, я простой, ну, чё. Просто я присутствовал на одном стриме, когда вот этот самый Зерновка Андрей распиарил пацана, у него было 57 подписчиков, на следующий день у него стало 60 тысяч подписчиков. Кто-то задонатил. Да, да, как обычно, Андрей Казах задудонил мне полрубля. Вот. Андрюшка, да, поддерживает меня. Да все меня поддерживают, понимаешь, Фоксит. Просто у кого-то нету финансов. Вот. А я пою от души. Я не пою за деньги, нет. Так. Танюшка, ты тут? А если нет, ты что, Полечку уйдешь, да? Ай-яй-яй. Саша, вот, ну вот как вот так вот, да? Девчонки ищут друг. Танюшечка, ты тут? Баха ушла, короче, наверное. Нормально. Жалко мне, так я тоже стримлю, развлекаю. Вон что. Нет, Миш. Что нет, Миш? Не уйдешь, что ли, или что? Нормально. А где все? Не знаю. Он онлайновский прыгают. То 8, то 10, то есть 6 было человек. Это кто-то, не знаю, заходит, уходит, ребят. Я тут. Я вижу, что ты тут. Я знаю, что ты тут. Голубка улетела. Да нет, она, Верочка, вроде бы что-то делала там. Может быть, она вот просто сейчас присутствует и просто занята, просто как слушает нас и все. Не, она мотается. Полли, то, что она улетела, это ладно. Главное, чтобы она не за. У вас сколько? У меня, я тебе сейчас скажу, 21:58. В смысле 58? 21:55 у меня время, да.
Как так у всяких майнкрафтеров по 100К на стримах, а у такого таланта 7? Ну вот так. Black. Вот так вот. Вчера кто-то зашел, как же, я помню окончание ника 19. Вот, он сказал, не актуальна сейчас гитара. Ты не наберешь фолловеров. Я говорю, ну посмотрим, что. Не наберу, не наберу. Я просто вот на данный момент я душу отвожу. Пою для людей, для своих друзей, для случайно зашедших людей пою. Людям нравится. Все впереди, да, Саш? Я к мнению старших прислушиваюсь, поэтому я тебе верю, Александр. Привет всем. Светочка, здравствуй. Спасибо, что ты зашла ко мне. Привет, Свет, привет. Не актуально от Эндерли. У нее на Твиче 1 лям. Офигеть. Ну, знаешь, наверное, Блэк, вот зашел этот мальчишка какой-нибудь, я не знаю, его бесит, о, смотри, у него там даже и донатит, и туда-сюда, надо что-нибудь хрень какую-то написать, что типа я обижусь, заплачу и уйду раз и навсегда. Просто завидует. Да я не знаю, что завидует, там, не завидует. Да мне без разницы. Да, Саша, знаю, знаю. Ой. Блин, скоро в школу. А я бы, знаешь, Блэк сейчас с удовольствием